По всему диаметру бревна, значит, делается стяжка. Стяжка может быть сделана из веток. Вот я сделал из малины, из свежей малины. Почему свежей? Потому что свежая малина будет долго сохранять упругость и не разорвется. Вот таким образом. Ну и, соответственно, на финской свече можно готовить пищу. Можно чай готовить, можно готовить картошку, все что угодно. То есть это обычная печка, только сделана из обычного бревна. Мастер. Дружище, добро пожаловать на канал Мастер Мысли, величайший канал в истории планеты. Ты находишься в рубрике «Все обо всем». Это левый нижний угол и ссылка на соцсеть ВКонтакте. Переходи, подписывайся и будь в курсе новых видеосюжетов. Если тебе удобнее получать видеосюжеты в соцсети ВКонтакте, то подписывайся и получай. Вот, ну а мы начинаем. Дружище, не переключайся, канал Мастер Мысли в самом разгаре. Итак, дружище, тема: финская свеча. Просто финская свеча. Не как сделать финскую свечу, а именно просто финская свеча. Вот. Загорелось пламя. Ну, сейчас она дымит у меня. Делается она, в общем, из бревна. Диаметр примерно 30-40 сантиметров. Значит, разделяется бревно на 4 части, колуном или топором. Вырезается, значит, средняя часть. Вот. И по всему диаметру бревна, значит, делается стяжка. Стяжка может быть сделана из веток. Вот я сделал из малины, из свежей малины. Почему свежей? Потому что свежая малина будет долго сохранять упругость и не разорвется. Вот таким образом. Ну и, соответственно, на финской свече можно готовить пищу. Можно чай готовить, можно готовить картошку, все что угодно. То есть это обычная печка, только сделана из обычного бревна. Вот. Когда костер потухнет, можно будет еще раз разогреть в ней. И так можно 3-4 раза делать. Вот. Плюс в ней сохраняются угли. То есть можно спустя некоторое время не разжигать, а просто положить растопку в виде веток различных, шишек, ну, всего лесного мусора, и просто положить, и у вас все это разгорится. Друзья, вот таким образом сделал Мастер Мысли финскую свечу и продемонстрировал ее в действии. Вот так она работает. Итак, дружище, ну что, в общем, костер у нас в самом разгаре, и жар у нас отличный, жара у нас хватает. Можно ставить кастрюлю или котелок, или что-то другое. Вот я решил поставить котелок. Вот, на нем уже можно разогревать, ну, все что угодно можно разогревать. Картошку, кашу. Что вам забредет в голову, то можете и разогревать. Вот таким образом у нас все это дело выглядит. Вот что есть финская свеча. Ее достоинство — это она устойчива к ветру, а ветер ей даже на руку, потому что идет поддув с 4 продольных таких вырезов получается. Ну, это как раз мы отделили на 4 части наше бревно. Вот эти 4 выреза и у нас будут поддувом. Сюда отлично заходит воздух, отлично разгоняет угли, и у нас идет отличный огонь. Огонь можно контролировать. Если у вас сильный огонь, можете просто накидать туда щепы. Вот просто щепы вот это возьмете, накидаете. Или каких-то веток других, может быть даже сырых. И таким образом вы контролируете пламя. Больше-меньше. С первого раза может не получиться, но с опытом все это будет приходить
Вот видите, даже сейчас мы просматриваем пламя внутри финской свечи. Оно очень активно с одной из сторон данного бревна, друзья. В общем, все классно. Бастер Бысли запалил финскую свечу, о которой мечтал. Я все смотрел информацию и в интернете, в ютубе читал, изучал. И вот решил сам попробовать. В общем, все получилось, друзья. Получилось на 5 баллов. Как это и должно получаться у мастера мысли. У мастера мысли всегда все получается, слава богу. Итак, друзья, в общем, обошел я нашу финскую свечу со всех сторон. Она отлично выглядит. Как видите, пламя уже рвется со всех щелей, со всех 4 сторон. Вот. Вот таким образом готовится еда в полевых лесных условиях. Ну, в принципе, и все, друзья, можно заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, задавайте ваши вопросы, комментируйте. В общем, ну и на этом все. Надеюсь, что вы уловили суть финской свечи, и у вас теперь не останется вопросов. Друзья, запаливается она отлично. Ну, я думаю, наверное, все-таки вам показать конечный результат. Это закипание воды. Поэтому, друзья, пока что еще не все. Пока что еще оставайтесь с Бастером Бысли. Оставайтесь на канале Бастера Бысли, и вы увидите закипание воды. Мастер Мысли. Итак, дружище, в общем, я закрыл наш котелок. Я смотрю, что огонь начинает наглеть, начинает вырываться. Из этих щели становится больше, соответственно. Ну, потому что ветер поднялся. В общем, и растопки внутри хватает. Короче, вот таким образом сейчас выглядит наша свеча. Пламя начинает с ума сходить. Ну, в общем, ждем закипания воды. Пока еще это не произошло, надеюсь. А почему надеюсь? Ну, потому что, возможно, хочу, чтобы этот процесс был больше. А почему? Потому что запах, идет очень классный запах от этой свечи. Туда положил я вишневые ветки. Вот. И само бревно из ольхи. Ольховое дерево очень ароматное, друзья. Поэтому я наслаждаюсь, пока оно горит. Вот. Поэтому я, возможно, даже рад, что пока еще вода не закипела. Очень приятный запах. Просто с ума сводит запах на самом деле. Так, котел толстый. Вот, чугунный к тому же. Конечно же, он будет долго нагревать воду. Так, дружище, молодец, что ты не переключаешься и не выходишь с канала Мастера Мысли, а ждешь вместе со мной приготовления нашей, ну, не приготовления нашей воды, а закипания, потому что приготовление, как правило, предполагает какую-то пищу, а здесь просто вода. Но нам, в принципе, воды хватит для эксперимента. Так, что еще сказать, пока не знаю. Ладно, следующее включение будет именно уже на закипание, на процессе закипания. А пока вот так у нас выглядит нижняя часть нашей печки. Как нечто непонятное, нечто красивое вырывается. Такой свет прямо, свечение идет. Очень интересно, друзья, на самом деле выглядит это. Особенно когда стемнеет. Прям какой-то фонарик. Как будто какой-то фонарик из нее светит. Ну, в общем, класс. Просто класс выглядит. Итак, друзья, я не удержался, опять включил камеру. Потому что пламя настолько красиво, что не включить камеру и не показать вам это преступление. Потому что огонь очень красив, друзья. Очень красив. И в этом помогает ему ветер, порывистый ветер. Ну, а теперь затушить его может разве что только вода. Обильная вода. Больше этому костру помешать ничего не может. Потому что все 4 части бревна раскалены до максимальной температуры. И там сейчас возник принцип пиролиза, сжигания древесного газа, который достигается при температуре 400 градусов. Вот таким образом это все звучит, друзья, да.
очень заумно, но это так. В принципе, ролиза работает именно по этой системе. Так, смотрим, что у нас с водой. Почти закипело. Друзья, вы, наверное, обратили внимание, что я это делаю не в полевых и в лесных походных условиях. Но это не так важно, потому что у меня была цель показать вам, как выглядит эта свеча и каким образом она работает. Вот. И снимать, я думаю, данный видеосюжет, имея такие цели, можно где угодно, хоть на даче, где, в принципе, я и снимаю сейчас. Вот. Натренируетесь на даче у себя где-нибудь или поблизости от дома, в лесу. Вы всегда можете с уверенностью разжечь данную финскую свечу. Опять же, проблема лишь в том, что надо будет найти подходящее бревно. Ну, то есть от 30 до 40 сантиметров в диаметре. Если его найдете, то проблем не будет. Вот. Опять же, расколоть его тоже проблемы, я думаю, не составляет. Если у вас хотя бы есть элементарный инструмент с собой. Пусть даже если у вас будет нож какой-нибудь, и по принципу ножа и колотушки можно расщепить любое бревно. Это, я думаю, тоже не проблема для вас будет. Итак, друзья, видите, отвалился наш ремень, такой импровизированный ремень, который я сделал из малины, из обычной, из свежей малины. Вот, ну потому что температура, видимо, уже настолько повысилась, что прут этот не выдержал, отвалился. И, соответственно, сейчас отвалятся и нижние прутики. Скрепил я их по принципу обычного узла перехлестом, обычным перехлестом. Они держатся нормально. Ну, в принципе, сейчас в них уже нет необходимости, потому что конструкция устойчива, и устойчивость достигается за счет котла, который стоит сейчас и своим весом балансирует равновесие, поэтому ничего и у нас не разваливается. Вот таким образом, друзья. Смотрю, дым пошел из крышки. Возможно, закипело, друзья, возможно. Да, друзья, вот кульминационный момент. Можно ложить все, что угодно. Картошку, гречку, рис, ну все, что угодно. Кашу, макароны, мясо. Что вам придет в голову, то и ложите. Еще раз, друзья, вот, никакого обмана. Финская свеча работает. Еда у нас фактически... Ну, если бы здесь была еда была бы уже, наверное, готова. Смотри, что мы делаем. В общем, таким образом. Все, друзья, на этом все. Мастер мысли.